Это наш дом. Мы привыкли к тому, что нас окружает. Моря и океаны, шум ветра, синее небо днем и черное небо ночью. Однако большинство миров во Вселенной совсем другие. Сегодня мы отправимся посмотреть на один из них. Сейчас мы находимся в 3 раза дальше от Солнца, чем Земля. Перед нами астероид 3962 Валяев, имеющий 16 километров в диаметре. Это немного в масштабах космоса, но по человеческим меркам весьма существенно. Это в 2 раза выше Эвереста и сравнимо по размеру с крупными городами. Вот, например, в том же масштабе Санкт-Петербург, Москва, Нью-Йорк. Этот астероид намного меньше нашей планеты, так что, оказавшись на его поверхности, мы оказались бы легче. Намного легче. Если бы человек, весящий на Земле 70 килограммов, встал на весы, находясь на этом астероиде, они показали бы чуть больше 20 грамм. Гравитация настолько слабая, что ее почти не чувствуется. Перед нами 5-рублевая монета. Отпустим ее в свободное падение. Чтобы побороть гравитацию Земли, человечество строит очень большие и очень дорогие ракеты. Ведь спутник нужно разогнать до скорости почти в 10 км в секунду. Чтобы навсегда покинуть этот астероид, достаточно хорошо разбежаться и оттолкнуться. Вторая космическая скорость составляет всего 7 метров в секунду. Такой слабой гравитации недостаточно, чтобы удерживать атмосферу, поэтому поверхность астероида открыта вакууму. Небо всегда черное, покрытое звездами и днем, и ночью. Ничто не рассеивает солнечный свет, поэтому переходы между светом и тенью очень резкие. Все, что не открыто солнцу, погружено в глубокую тьму. В отсутствие атмосферы звуку негде распространяться, поэтому этот мир погружен в вечную тишину. Если бы мы посмотрели на небо, мы бы увидели картину, похожую на ночное небо на Земле, но с некоторыми отличиями. На Земле наша утренняя или вечерняя звезда – это Венера. У этого астероида таких звезд было бы целых 3 – Венера, Марс и Земля. Наш с вами мир выглядел бы яркой голубоватой звездой. Если бы мы посмотрели на нее в телескоп, она бы раздвоилась на 2 объекта, соответственно, яркую Землю и более тусклую Луну. Для пояса астероидов Солнечной системы данная малая планета не является чем-то необычным. Таких тут много. Но она является особенной для меня лично, так как она была названа в честь моего отца, человека, который посвятил свою жизнь изучению нашей Вселенной и передаче знаний последующим поколениям.
А еще он посвятил свою жизнь своей семье, за что я ему очень благодарен. К сожалению, в июле 2017 года мой отец покинул этот мир. Но на орбите между Марсом и Юпитером навсегда останется достойный памятник человеку, прожившему достойную жизнь.